Так. Мгм. Пока не вижу, что он запустился. Ну, окей, да. Будем считать, что эфир у нас уже есть. Так, ну что, друзья, заключительный эфир перед Новым годом. Мгм. И мы сегодня обсудим. Вот, появляется, да. Окей. Да, Дионисий, давай, пожалуйста, сделай так, чтобы я не красный не был, не желтый, а нормальный цвет лица у меня был. Да, вообще, YouTube такая вещь, когда на камере или там одни цвета, а когда запускаешь эфир, там многое что меняется. Поэтому, Дионис, подрегулируй, пожалуйста. Ребят, ну что, я готов, как обычно, ответить на вопросы, если таковые имеются. А сейчас я тогда расскажу о последних событиях. То есть, вернее, наш сайт постоянно публикует последние события, вот, и новостной канал на YouTube. Так, что такое, Денис? Все хорошо? Все нормально. А что ты руками так разводишь? С толку меня сбиваешь. Ух ты. Так, не переделаешь же потом, Дионис. Зачем ты это... В общем, ребят, значит, наш канал публикует. Ну, как правило, требуются дополнительные, может быть, комментарии к тем или иным новостям. Поэтому с момента последнего эфира, что у нас произошло? Значит, по заявке в Южную Корею на получение патента по ветроэлектростанции мы получили так, то есть наша заявка прошла формальную экспертизу, и теперь мы выходим на новую стадию экспертиза по существу. То есть это означает, что все формальные признаки, такие как оплата госпошлин, правильное заполнение всех документов, все эти этапы, которые не менее важные, чем остальные, они у нас реализованы, и мы движемся вперед. Я напомню, в каждой новости есть ссылка на документы, которые подтверждают тот или иной факт. Все эти документы можно легко проверить, зайдя в Google. Нужно зайти в Google патентный поиск, затем фамилию туда вставляете, автора изобретения того или иного, вот, и номер заявки, может быть, или вообще он там сразу вам высыпет, да, смотря какие у вас там настройки стоят. Таким образом, с оригиналом, познакомиться с оригиналом. Так, ну и новость 17.11 вышла, эта новость чуть позднее вышла, чем само событие. Значит, у нас была встреча с компанией Smart Edge. Вот, это, я считаю, достаточно важная встреча, потому что руководитель этой компании, он физик, и он хорошо и сразу понял всю важность нашего проекта. Кроме всего прочего, он с опытом работы в властных структурах Вьетнама, он знает, как работает эта система. Система, она там непростая, она там забюрократизированная очень. Вот. И, значит, в настоящий момент он осведомлен о нашем проекте, и мы договорились поддерживать контакт, и уже есть предложение повторить поездку во Вьетнам для продолжения диалога. Ну, мы сейчас немного больше подсоберем встреч, и, наверное, конец января, начало февраля обязательно посетим Вьетнам. Да, также наша команда принимала участие в конкурсе небоскребов известного журнала архитектурного. Вот, это тоже важное достаточно событие. Почему? Потому что значит, читатели этого журнала, это, как правило, архитекторы из разных стран. И когда мы им рассказываем, что здания теперь могут быть не просто красивыми, они могут быть еще энергоэффективными, соответственно, они, создавая новые архитектурные формы, уже могут учитывать нашу технологию. Ну и, соответственно, это будет, конечно же, способствовать тому, чтобы эта технология как можно быстрее набирала обороты и развивалась. Так, ну и Китайская Народная Республика также прислали нам запрос. Сейчас.
Также у нас запрос на проведение экспертизы по существу, где будет проведен информационный поиск по реестрам изобретений и так далее. То есть вышли на такую полуфинальную стадию. Мгм. Так, и наш офис посетила команда из Вьетнама, наших партнеров. Это компания, сейчас сразу не вспомню, названия не очень удобные для нас, не очень привычные. Ну, я скажу так, что у этой девелоперской компании уже есть земельный участок, вот, на берегу находится, и согласован объект высотой 68 этажей высотой. Сейчас они подали заявку на дополнительные согласования. Это высота та же, но уже с использованием ветроэлектростанции. Вот, поэтому тоже ждем от них новостей. Ну и, значит, посетили мы резиденцию высокого руководства Дубай. Ну, это не резиденция, скорее это Маджелис, это такая приемная. Вот, то есть поступают вопросы, готовим ответы. Эти ответы мы предоставляем. Если есть новые вопросы, мы продолжаем, в общем, эти встречи, это знакомство. И я вам скажу, что дела идут очень даже хорошо. Мы представили новые конструкторские архитектурные решения. Вот. Это было 26-11, и буквально через 2-3 дня появится у нас очень классный промо-материал, где мы представим новый вот этот архитектурный объект уже с облетом. Национальная фаза патентования у нас сейчас идет в Омане. Вот. И наш проектировщик Александр Елизаров посетил как раз вот ту самую локацию, о которой я говорил пару минут назад. Это провинция Кунг Нин на северо-востоке Вьетнама, на побережье. Вот. Посетил с целью знакомства, понимания подробностей законодательства Вьетнама в вопросах проектирования. И есть хорошие новости. Заключаются они в том, что все эти нормы, все эти требования, они очень даже совпадают с теми, с которыми привык работать наша проектная группа во главе Елизарова Александра, потому что они используют из СССР. Все они взяты из СССР, и они, по сути, все те же самые. Так, Бразилия, значит, национальная фаза патентования изобретения ветроэлектростанции в Бразилии. Аналогично, значит, у нас идет процесс. Ага. Также мы выходим на экспертизу по существу. Так, есть у нас еще, ребята, вот этот флажок из Грузии. Вот. И эта новость не совсем правильная на данном сайте. Есть еще одно просто у меня изобретение, пока я его не освещал. Кстати, может быть, визуализацию? Ее упаковали, ладно. Ну, и может быть, я расскажу о ней где-то февраль-март. Тоже очень интересная вещь. Там и мы немного совмещаем, значит, технические вот вещи, которые используем в здании. И добавлена еще одна важная интересная функция, где сила работает, где работает сила и Архимеда, и Ньютона сила работает. Вот. Тоже интересное устройство. Так, что у нас дальше? Я не знаю, вам слышно или нет, но у нас тут друзья, чемпионы Дубай по спортивным машинам, которые там преодолевают препятствия песчаные там, с большой скоростью. Могут они сегодня испытания проводить. Может быть, немного шумно. Так, ну и национальная также фаза у нас идет по Сингапуру. Если непонятно, что такое национальная фаза, как это устроено, как это работает, то, пожалуйста, пишите вопросы. Вот. И по Японии подходят у нас сроки, и также мы здесь выходим на экспертизу по существу. Важная вещь у нас случилась, это мы все-таки обновили личный кабинет. Сейчас он в версии 2.0. Вот. Версия 2.1, в которой будет дополнена разными полезными функциями, и он станет
как сказать, у него будет больше возможностей, будут люди меньше расходовать времени, он будет более удобный, выйдет, я надеюсь, через 2-2,5 месяца, как мы договорились с нашими программистами. Вот. Ну, в целом, по кабинету, конечно, первые дни люди не все понимали, но сейчас разобрались и говорят, что да, конечно, он удобнее, он быстрее работает. Вот. И мы перенесли всю базу, это непростая была задача. Вот. Если у кого-то что-то некорректно отображается, хотя в 99,99,9% все данные перенеслись благоприятно, но если у кого-то что-то не так, могут всегда написать поддержку, мы быстро в этом деле разберемся. Так, ну и в патентном ведомстве США фаза уточнения, то есть значит, пока уже там по существу уже началась работа, и вот теперь у них появились вопросы по нашему изобретению, они уточняют тот или иной момент, это тоже нормально. Вот. Это нормально, но, возможно, здесь нам придется где-то и поспорить. Любой патентный поверенный знает такую историю, когда, если небольшое какое-то изобретение, которое не особо что-то меняет вокруг, ну, там достаточно простая процедура получения. Но здесь же они, конечно же, понимают, что это то изобретение, которое, может быть, им нужно, что оно много что может менять, и они не всегда будут готовы хотеть выдать это патентное изобретение. Вот также у нас было по транспортно-логистической системе, у нас там был спор с нашим экспертом, да, из патентного ведомства США. Но этот спор, который проходил на территории США, и мы его выиграли, поэтому я думаю, здесь тоже, если какие-то трудности возникнут, мы вполне это все дело преодолеем. Так, ну и что, еще какая новость, ребят? Как я и говорил на прошлом эфире, что я уверен, что до Нового года нас посетит высшее руководство Дубай. Вот, для более полного знакомства с нашим проектом. И сегодня на канале нашем YouTube и в Инстаграме вышел ролик, где вы можете видеть это самое высшее руководство, которое находится у нас в офисе и проявляет интерес, вот, и уточняющиеся вопросы. Их очень много. Мы составляем список, подробно на них отвечаем. То есть вопрос-ответ у нас есть, контакт есть, работу ведем. Мне на самом деле нравится здесь то, что, например, кто знает, как снизить температуру, способ, как снизить температуру там, на 5-7 градусов для пользователей, ну, не всего города, да, а района, нового района. Способ здесь пока только один. То есть, естественным образом, это территорию озеленить. Вот. Любой из нас или любой может провести такой эксперимент, взять 1 градусник, значит, расположить его в тени, на травке, в тени дерева, а второй на камушке, на солнце. И вы увидите, что там будет разница в 20, а то и 25 градусов. И можно понять, что откуда берется тепло. Тепло берется от нагретых предметов, которых нагревает солнце. Если у нас верхний уровень полностью зеленый, то, соответственно, предметы, которые нагреваются, их меньше. И меньше излучение тепла. И таким образом мы делаем этот район более прохладным. Это одна из важных опций, которых вообще у нас по списку, по-моему, 28 или 29 прям таких важных, серьезных опций. Так, сейчас, секундочку. Так, сейчас. Да, ребят, давайте вопросы, я что-то пока их не вижу. Пока только привет вижу. Вот, я надеюсь, у всех новогоднее настроение, предновогоднее настроение. Вот. Сейчас.
Так, ну что, переходим к вопросикам. Переходим к вопросам. Так, Светелин Тимченко, привет. Да, привет. Андрей, привет. Так, на английском вопросик. Пожалуйста, фокус, Project, More, еще. А? Ага. Да я, в принципе, понимаю, я сейчас все равно на английском ответить не смогу. Вот. Но здесь же не вопрос, а просто пожелание. Здесь написано, что типа старый сайт больше нравился. Больше нравился. Ну, да, ребят, кстати, я вот такой пример привожу. Мы все знаем банк, желтый экран у которого, да, желтый фирменный цвет. Мы все знаем, что у него лучший сервис. Но это тот же самый банк, который больше всего проводил и чаще всего проводил обновления в личном кабинете. И тогда иногда, конечно, ситуация раздражала, что ты привык эту кнопочку видеть здесь, потом ты ее не видишь, и приходится тратить какое-то время для того, чтобы ее найти. Но ты к этому, но все же ты прекрасно понимаешь, что это лучший банк по сервису. Поэтому, ну да, такие неудобства, они неизбежны, они могут быть. Ну, поверьте, когда вы с этим делом совсем разберетесь, вы поймете, что это все очень удобно, очень интуитивно, очень продуманно. И я хочу сказать, кстати, у нас основной разработчик Сергей, фамилию называть не буду, а то сразу поступать ему будут предложения от наших конкурентов возможных, да, как работодателей. Поэтому я хочу сказать ему спасибо, хочу сказать ему комплимент, что на самом деле работа была большая проделана, и вы сможете ее по достоинству оценить и как в этой версии, так и в версии 2.1, которую мы также ожидаем. И вообще хочу сказать, мы сейчас, вот в прошлом эфире говорили, что у нас коллектив сокращается. Ребят, ну, это на самом деле правильно, то есть сокращается для чего? То есть у нас сейчас остаются кто? Кто наиболее компетентен? Так вот этих наиболее компетентных людей мы пытаемся удержать. И, то есть, что значит пытаемся удержать? Они у нас, они с нами, и мы продолжаем работу. Хочется вот прям максимально, ну, знаете, как перебирают картошку, да, перед закладкой в погреб, это, конечно, не совсем подходящее, да. Но наиболее компетентные специалисты, конечно, они у нас есть, конечно, они остаются. Хочется сократиться до минимума, потом еще раз все задачи вынести на доску, распределить эти задачи и понять, хватает ли ресурсов у наших этих топовых сотрудников. Если не хватает, то тогда уже для них, именно им и в помощи нанимать сотрудников, где они будут взаимодействовать. Каждый специалист по своей специальности будет передавать те или иные навыки. И, соответственно, тогда мы сможем вырастить уже с новой культурой, с новой культурой новых специалистов, что, несомненно, будет полезным для более ускоренного движения к нашей цели. Так, Мамата, приветствую, да. Правильно говорить Мамта, да. Мамта у нас была на 2 выставках, поэтому я ее хорошо знаю. Она несколько раз была у нас даже в офисе, она часто к нам прилетает, за что ей спасибо. Сергей, также уже мы очень давно знакомы. Сергей, приветствую вас. Спасибо за комплименты. Так, so too much problem. Так, какая-то проблема. Так, типа с номером телефона проблема на сайте. Вы видите, ребят, у кого возникает такая проблема? Кто на один и тот же номер зарегистрировал не один кабинет, и теперь эта проблемка возникает. Но мы эти все кабинеты, вот они выходят с нами на связь, мы эти все кабинеты объединяем в один и говорим, зачем вам 10, пусть это будет все в одном у вас кабинете, поэтому это никакая не проблема, никто же ничего не теряет, ребят. Проблема это когда потери есть информации, ценностей, это проблемы. А когда изначально сами создали несколько кабинетов на один номер телефона, и после того, когда мы объединили их в один кабинет, ничего не потеряли, это не проблема, ребят. Прошу набраться терпения и в порядок все привести, и все хорошо будет.
Так, с Камчатки привет у нас, пламенные. Сегодня, кстати, смотрел, у нас, как известно, один макет стоит в Владивостоке, там достаточно хорошие ветра. Вот. У нас, кстати, есть план заменить камеру, более качественную поставить, чтобы мы могли угол менять, там не самый правильный угол, не самый красивый, зачистить территорию, там есть некоторые лишние детали, которые попадают в кадр. Вот. И мы решили также обновить макет, потому что Владивосток, ну, очень сильный ветер, и там нужно двойной запас прочности. Я думаю, что через 3-4, ну, скажем так, 20 января прибудет туда новый макет с керамическими подшипниками. Вот, и он сможет работать без обслуживания или 2, или даже 3, или может быть более лет, потому что уже есть опыт эксплуатации таких макетов. Вот, и мы уже знаем, какую работу сделать, чтобы все было стабильно, красиво, ровненько. Вот. Так, сейчас немного тут у меня что-то потерялось. 5 секунд. 5 секунд. Так, Хира, Сону. Какой прогресс по проекту? Ну, прогресс по проекту в начале эфира. Субтитры на английском, на хинди, на вьетнамском и даже на арабском у нас, как правило, появляется в течение 4 дней после эфира. То есть этот весь эфир переводится и уже выкладываются субтитры. Ребят, было бы, конечно, удобнее, если бы вы писали на русском, или кто-то из зрителей копировал, делал перевод, потому что я понимаю, но боюсь немного исковеркать, ошибиться. Так. Так, ну я вижу, что комплимент. Очередной Панкадж пишет комплимент и небольшое пожелание. Окей. Так, добрый вечер, Татьяна. Спасибо. Участвовать, окей. Так, ребят, давайте вопросы какие-нибудь. Ну, здравствуйте, Индия, Пангадж. Окей. Ладно, пожелания по сайту прочитал. Так, где мы можем увидеть официальные документы на строительство во Вьетнаме, если у нас есть потенциальные крупные вьетнамские инвесторы? Симона задает такой вопрос. Ну, смотрите, у нас такие документы мы пересылать не можем, копировать их не можем и отправлять куда-либо. Мы можем их очно показать у нас в офисе без фотокопирования. Это не мной придумано, это правило делового этикета. Там есть фамилии и так далее. Вторая сторона есть, и там не одна сторона, там даже 2 стороны. И мы без их согласия не можем такие сведения предоставлять. Будете у нас в Дубае, пожалуйста, приходите в офис, мы вам эти документы показать, дать почитать, мы их можем без проблем. Так, добрый вечер, Рабат. Так, Сергей пишет от всей души. Окей, хорошо. Погода вообще шикарная. Так, когда начнется первый проект и сколько времени он займет? Вот, на русском задают вопрос. Ну, смотрите, когда начнется первый проект? В настоящий момент у нас есть с Вьетнамом 3 договора с 3 компаниями, в 2 из которых я верю. Вот, и они направили свои документы, сформировали необходимый пакет документов и направили их на согласование. Вот, одна из этих компаний у нас побывала не так давно в офисе. Вот. Ребят, я не знаю, сколько у них лично там, внутри страны, займет времени. Если они доберутся до высокого руководства, объяснят суть дела, вот, то, может быть, и там за неделю все разрешения появятся, да? Трудно предугадать. Не от меня это зависит, ребят. Было бы от меня, зависело бы от меня, я бы, конечно, вам дату и срок назвал. Но интерес определенно есть. Вот. Алекс пишет. Добрые слова, спасибо. Так, где информация на английском? На сайте, что ли, он спрашивает? Ну типа перевод на английский язык, 3 days, translation English, субтитры.
правильно я сказал? Subtitles. Subtitles, yeah. Окей. Так, Сергей. Сергей, это, я понял, он отвечает. Так. Ребята, хинди видео, окей. 3 days, хинди видео, окей. Confusion, как переводится? Полный позитив, надеюсь. Наоборот. Наоборот. Confusion — это разочарование. Ну, давайте тогда, что конкретно вы хотели бы увидеть, чтобы это было лучше? Если вы раньше были в нашей команде и работали, а сейчас, извините, вы разочарованы тем, что вы не участвуете в процессах, ребят, мы только с сильными работаем. Да. Поэтому, извините, вы можете также заново подать заявку, описать свои компетенции, подучиться или как-то более уверенно представить себя. Вполне возможно, мы можем продолжить сотрудничество. Так, когда на новый сайт будет добавлено? Это будет в январе. Симона будет в январе. Так, предлагаю, что ли, в Индию приехать для презентации? Угу. Ты прочитал это, да? Ребят, давайте какие-нибудь интересные вопросы, скучный эфир у нас так получится. Относительно презентации, пока, честно говоря, не получается. Хватает работы здесь, на месте. Вот. Возможно, конечно, надо будет это сделать. Именно хотят, чтобы я приехал, да? Или ничего не говорят? Этот вопрос, который ты читаешь, не вижу. Так, все, я понял. Алекс пишет, первая пилотная установка за счет компании будет сконструирована и установлена. Если да, то нужны ли будут инвестиции от инвесторов, на каких условиях? Алекс, конечно. То есть у нас цель какая? Первое, что мы должны были сделать, это защитить нашу индивидуальную собственность. Поэтому у нас есть на сайте флажки. Нажимая каждый из этих флажков, можно увидеть документ, подтверждающий эту работу, а кое-где уже и полученные патенты. Это первое, что мы должны были сделать. Мы эту работу сделали и делаем, продолжаем делать. Также мы изготавливали макеты, участвовали в выставках и сейчас поднабрали уже определенный объем интереса от заинтересованных лиц. И подписали 3 договора во Вьетнаме, в 2 из которых я верю. Вот. И, соответственно, также мы на территории Дубая встречаем, была у нас встреча, не одна встреча, и даже посетил наш офис высокое руководство Дубай. Вот это результаты наших выставок. Сейчас мы выходим на переговоры, говорим. Нам задают вопросы. Это очень хорошо. То есть добиться, чтобы тебе задавали вопросы, это большого стоит. Потому что, тем более, когда у тебя есть ответы на эти вопросы, это еще лучше. Поэтому в этом смысле позитив полный. То есть какой у нас договор с Вьетнамом? Если это первое здание в мире, то мы готовы полностью профинансировать все эти новые технологии. Как некоторые считают, в них, может быть, есть какой-то риск, как в любой новой технологии. Вот. Однако мы забываем, что человек на Луне побывал уже более 50 лет назад. Это куда более сложная задача, чем сделать ветроэлектростанцию. И до нашей эры ветростанции работали, подавали воду на поля. В наших современных условиях реализовать такой проект несложно. Вот. Но для этого что требуется? Несколько компонентов. Первое – это технология, которая технология есть, она у нас запатентована. Второе, что потребуется, это определенный земельный участок, проект. Проект у нас есть, он усредненный, готовность его на 80%. Для разговора с теми или иными заинтересованными лицами этого вполне себе достаточно. Предварительные расчеты по генерации энергии у нас имеются, площади и количество жителей, и планировка даже этажей у нас также имеются. Разные архитектурные формы у нас определенно также имеются. То есть у нас, в принципе, уже этот необходимый комплект, он набирается. Вот. Теперь мы можем пойти несколькими путями. Первый путь – это когда мы договорились с каким-то девелопером, когда он строит здание, мы берем на себя вопрос реализации ветроэлектростанции.
И таким образом появляется объект, с помощью которого мы можем продемонстрировать работоспособность этого устройства и его полезность. Вот. И тогда фирмы, которые сегодня не используют эту технологию, они могут начать проявлять интерес, потому что калькулятор им будет говорить, что это выгодно, что это полезно, что это интересно и экологично. Вот. То есть это один путь. Второй путь — это мы можем, в принципе, и сами со временем приобрести земельный участок. Вот. Мы от этих планов не отказываемся, мы посмотрим эти самые земельные участки, но опять же, приобретя земельный участок, это не означает, что ты можешь там сделать, что ты хочешь. Этот участок должен соответствовать определенным критериям, таким как, ну, в первую очередь, архитектуру нужно с местными властями согласовать, во вторую, там, высотность, вот, или одновременно и тот, и другой вопрос. Этот участок должен все-таки быть обеспечен определенными коммуникациями, известно какими, да, дорожной сетью он также должен быть обеспечен. Вот, и мы должны укладываться в нормы того или иного региона. Вот. Ну, это все вопросы, они решаемые, ответы на эти вопросы найти можно, и, ну, на это требуется время. Ну, мы эту, собственно, работу ведем с большим интересом и хорошим настроением. То есть мы эту работу ведем, но параллельно у нас есть и контакты вот с ребятами, которые могут просто сказать, значит, завтра мы решили вот начать. Вообще, знаете, был у меня такой диалог здесь, на территории ОАЭ, и я, причем вопросов никаких не задавал, просто сидим и говорим, и он говорит, знаешь, ты не думай, что у нас здесь все долго. Если мы уж решаем пойти этим путем или иным путем, то мы идем с очень хорошей скоростью и уже не останавливаемся. Вот. Поэтому настроение у нас хорошее и боевое. Так, на новом сайте изменились номера телефонов у людей, проблемы с входом. Пожалуйста, решите это как можно быстрее. Ну, да нет никаких проблем, ребят. Ну, это когда на один номер телефона зарегистрировано много кабинетов, проблемы такие могут быть. Ну, связывайтесь с поддержкой. Поддержка, кстати, на нее же жалоб нет, я так понимаю. Я, честно говоря, вижу их ответы, которые они делают. Я думаю, это не всегда соответствует нашей политике, да, не всегда соответствует нашим акцентам. Вот. Ну, тоже нужно понимать, что для того, чтобы научить людей говорить на том языке, на котором должен говорить проект, на это требуется время. И если кто-то не получил ответ такой, который бы его на 100% устроил, также прошу извинить, набраться терпения. Со временем эти вопросы мы тоже улучшим. Так, Андрей задает вопрос. У меня вопрос по уставному капиталу проекта «Ветер». Насколько понимаю, уставный капитал «Ветер» 10 тысяч рублей – это достаточно для того, чтобы внести такую обширную деятельность? Ну, Андрей, смотрите, что такое уставный капитал и что такое те фирмы, которые у нас сейчас есть. У нас есть Сколково Резидент компания, да, действительно там 10 тысяч, но есть у нас в Дубае компания, но все эти компании, они по сути к изобретению они отношения не имеют. То есть, что это значит? Это означает то, что вся интеллектуальная собственность, она оформлена лично на мое имя. И почему сейчас такая ситуация? То есть, можем ли мы открыть акционерное общество завтра на территории там, европейского государства там, или азиатского государства, или какого-то южного? Да, можем. Это не проблема. Но для чего? Для чего? Для того, чтобы выпустить акции и передать их людям. Да, но пока ранний этап, ребят. То есть для того, чтобы у акционерного общества появились акции, у него должен быть действительно большой уставный капитал. Уставным капиталом в уставный капитал могут вноситься, в частности, интеллектуальная собственность. Интеллектуальная собственность – это то же самое, что дом или автомобиль. Ей может собственник распоряжаться на свое усмотрение. Да? Так вот, мы должны сейчас получить патенты в тех странах, куда мы сделали заявки. Напомню, по проекту «Город, лес» и по проекту «Ветер» мы получили в Японии, в США. Эти заявки были поданы чуть раньше, чем заявки по ветроэлектростанции.
Вот. Соответственно, нужно получить во всех странах, сделать оценку этим патентам, внести их в уставный капитал. Появится уставный капитал, сами догадываетесь, какого размера. Будут выпущены акции, и уже они будут передаваться тем, кто сегодня проинвестировал, по сути, сделав предоплату по тем акциям, которые он получит в будущем, по фиксированной стоимости. Вот. Поэтому вот это ООО, которое там есть, или компании здесь, там, с помощью этих компаний мы просто имеем возможность взять в аренду здесь какое-то имущество, например, вот этот офис и так далее, то есть оформить людей на работу. Но они просто как ступени ракеты. Вот первая ступень, ракета пошла, эта первая ступень отработала, отбросилась, включается вторая ступень, третья, пока, соответственно, не достигнет нужной высоты, чтобы выйти на орбиту. И здесь то же самое. Не надо обращать на это внимание. То есть это просто рабочий процесс, это как материал для движения вперед. Так, первый свадебный. Для чего все это нужно проекту? Может быть, пора уже к реальным действиям приступить, например, строительство. Ну, еще раз давайте тогда вернемся в начало, да? Значит, для чего все это нужно? Ну, вообще, если говорить про все это нужно, то давайте вспомним, что мы находимся на планете Земля. Вот, это единственная обитаемая планета, обнаруженная человеком. Нас на этой планете уже цифра приближается к 8 миллиардам. Вот, и если забить в Google проблемы нашей планеты, вернее, это не ее проблемы, это проблемы наши. Вот планете на самом деле без разницы, да. Есть углекислый газ в атмосфере, там 50 градусов температура на ее поверхности, там, или 20 градусов на ее поверхности, ей это без разницы. Она это все переживет благополучно, даже если будет там какой-то период, когда будет перегрев, и живые существа не смогут просто на ней существовать. Она это все переживет, и все это придет в баланс. Такие периоды уже, по сведениям от ученых, они уже такие проходили, да, то есть тот пластик, который сейчас плавает в океанах, эти миллион тонн, он тоже будет разлагаться. Только там вот, кстати, вот с этим пластиком это вообще проблема ведь огромная. Суть в том, что разлагаясь на мелкие частички, он попадает в тела, в желудки рыб. Вот. Из желудков рыб часть формируется тело самой рыбы, а эту рыбу мы используем в пищу. И это значит, что этот мелкий пластик, он попадает к нам, значит, в организмы, и он делает препятствия, как бы пробки в мелких сосудах, капиллярах. Это значит, какие-то клетки или части нашего тела недополучают нужный объем крови. Таким образом, здоровье наше ухудшается, ребят. И, то есть, издалека, да, получается, здоровье наше ухудшается. То есть, те проблемы, то есть наши действия, они влияют на жизнь других людей. То есть, наш образ общей жизни, он влияет на нашу жизнь и будет влиять на жизнь наших детей и так далее. Поэтому мы должны это понимать, и мы, как общество, должны искать новые решения. Кто такие решения может найти? Вот. Ну, политики, они занимаются политикой, они не занимаются изобретениями, это не входит в сферу их интересов. Да? Кто это должен делать? Ну, тот, кто способен. А кто способен это делать? Способен это делать тот, кто обладает нужной, необходимой, компетентной информацией, да? Вот, для того, чтобы собирать эти новые пазлы, эти новые решения находить, которые будут способствовать улучшению отношений нас и планеты, для того, чтобы этих негативных факторов было меньше, которые влияют на качество нашей жизни и будут влиять на качество жизни наших детей. Собственно, мы этим сегодня и занимаемся. Я напомню, то есть у нас есть запатентованное технологическое решение. Вот. А почему бы, кстати, не взять его и не подарить всем вокруг? Ну,
потому что оно требует развития. Потому что просто предложив хорошее решение обществу, это не значит, что это общество возьмет завтра и бросит все свои дела и начнет его реализовывать. Большая часть общества, она живет в своих проблемах, в своих каких-то одними и теми же путями ходят, да, кто-то имеет пельменный цех, и до объема углекислого газа не всегда доходит дело подумать, да, кто-то еще чем-то занимается. Но мы не должны жить только теми заботами, которые здесь и сейчас. Мы должны думать о будущем, мы должны думать, где будут жить наши дети. И поэтому появилось вот такое изобретение. Вообще практически все изобретения у меня так или иначе связаны с вопросами улучшения экологической ситуации. Такое решение появилось, его нужно развивать. Для его развития требуются средства, а инвесторы средства готовы предоставлять только на условиях получения прибыли в дальнейшем. Это 99% инвесторов. Поэтому есть необходимость. Со звуком, да? Включаемся. Какие предложения? Вообще не слышно? Предложение сейчас использовать звук камер. От камеры? И говорить, да. Понятно. Так, ну что, Дионисий обрадовал меня новостью о том, что теперь звук будет хуже. На чем я остановился? Значит, мы находимся среди стран, которые видят свое развитие через архитектуру, через строительство новых объектов. И все это нас приближает к нашей цели реализации первого объекта, демонстрации и тиражирования. Я не настроение меня испортило вообще. Ой, еще тут много так написано. Будем мы первый раз заканчивать. Есть звук. Пишут звук, правда. Так, ну что, ребят, давайте дальше. Назира, здравствуйте, я вас помню, мы уже давно дружим. Так, для чего все это нужно? Это мы ответили. Пожалуйста, войдите в систему с помощью электронной почты, которую я получил на новом сайте. Нет, мы электронной почты больше не используем, Networker пишет. Вот, мы можем использовать только мобильный телефон. Сейчас реалии таковы, что люди вообще не пользуются электронной почтой, и там у них 1000 писем. Если нам нужно выйти на связь с нашим инвестором, это достаточно затруднительно через электронную почту делать, поэтому будем использовать современные программы WhatsApp и Telegram. Пожалуйста, почтой мы больше пользоваться не хотим. Так, Рафила пишет, когда начнется первое строительство. Ну, на 20, так, минут 25 отмотайте, пожалуйста, назад. Так, Жанна спрашивает, когда будет армия использовать. Я, честно, не знаю. Это надо спрашивать. Какой проект развития город развития? Какой проект развития опережает развитие? Алексей спрашивает. Ну, если говорить о получении патентов, то город опережает, по-моему, действительно. Так, здравствуйте, будет ли у компании своя криптовалюта? Ну, это не криптовалюта, можно выпустить токены, если вы говорите об этом. Да, я понимаю, что это можно сделать, и причем в первый же день привлечь и 3 миллиона долларов, и 5, и даже больше, потому что когда у тебя есть токен, ты попадаешь на витрину, за этой витриной наблюдают миллионы людей со всего мира. Но пока необходимости в этом никакой нет.
Финансовых средств у нас сейчас достаточно на данном этапе. А просто взять и очень дешево продавать в больших объемах токены, пока нет такой необходимости. Давайте лучше, если у нас будет строительный, то есть не если будет, а когда у нас будет строительный участок, и когда будет камера транслировать прямой эфир с этого строительного участка, да, и нам не будет хватать ресурсов, тогда мы сможем, в общем-то, воспользоваться таким решением и пополнить баланс для того, чтобы работать с хорошей скоростью. Пока в этом такой необходимости нет. Так, есть ли интересные новости, которыми вы можете поделиться после визита? Ну, есть новости хорошие. Нам задают вопросы, дайте нам цифры. Понимаете, люди интересуются цифрами. Для чего цифры? Для того, чтобы поговорить с калькулятором, да, впоследствии. Вот. Эти вопросы, они за 10 минут ответы не всегда получить. Где-то нам требуется статистика, например, по силе ветра и скорости в той или иной локации. Локацию нам указали, значит, статистику по ветру предоставили. Вот сейчас мы приступаем к расчетам. Но следующая встреча на эту тему будет не раньше, чем после Нового года. Так, Назира спрашивает, есть ли уже запрос на лицензию? Нет, Назира, запросов на лицензию нет. Я ожидаю такие запросы после того, когда появится первый объект. Так, Иван спрашивает, какие-то фишки. Фишки? Что такое фишки, я не знаю. Я понял. То есть какие-то, то есть опции, да, опции в этом объекте. Ну, вообще, да, у нас есть здание, у нас есть ветроэлектростанция, есть еще аэродинамические щиты. Там достаточно много новых вещей, таких как статичная ось, генераторы, которые у каждой ветроэлектростанции свои, чтобы они не были гигантскими, тяжелыми, сложными в эксплуатации, в применении, более оптимальный, то есть размер. Вот. При такой конструкции можно сделать оптимальный размер. Ну, вообще, такие вопросы, конечно, по поводу фишек лучше более подробно задавать. Если вы технически подготовленный человек, то, наверное, вы сможете себе, если вы интересуетесь техническими подробностями, наверное, вы сможете позволить себе. Ну, также посетите наш офис в Дубае. Вот. Мы всегда рады гостям, мы без проблем посидим. И все эти вопросы более подробно разберем, покажем, расскажем. Так, Александр пишет, будут ли от вас проекты помимо «Ветер и город»? Если да, то будете ли искать инвесторов? Александр, не готов я прям так вот сразу вам ответить, но есть еще у нас интересный проект, это генератор энергии. Вот, можете принцип его действия понять следующим образом. Также Google патентный поиск, фамилию и пишите генератор энергии. Вот. Ознакомьтесь с патентной формулой, и там очень такой скромненький рисунок, но из него принцип можно понять и извлечь. Это не обязательно, что это будет именно так выглядеть, но принцип Архимеда и Ньютона вы там увидите. По этому проекту пока не планируем. Пока необходимости просто такой нет. Просто необходимости нет. Но если вдруг возникнет необходимость, что вполне вероятно, потому что его мы тоже презентуем, то мы об этом объявим. Вообще, кстати, ребята, хорошо, что проект не один. Почему? Потому что я уже и ранее говорил, что они немного друг друга как бы страхуют, что ли, да. Допустим, если один проект у нас вышел в эфир и запустился, вот, а другой нет, а инвестор есть и там, то не проблема же вернуть инвестированные средства за счет собственной личной, да, за счет собственных личных доходов. Я же являюсь основным инвестором. Вот, и я говорю всегда, что это мы сможем себе позволить, поэтому это дополнительная гарантия того, что этот проект более надежный, чем если бы он был один.
Так. Ну, так. Я вот интересно, ребята смотрят на иностранном языке, которые говорят на другом языке. Они же ничего не понимают, но они если пишут, значит они смотрят. Спасибо, спасибо. Так, почему вы не связываете свое будущее с РФ? Потому что почему об этом не говорится? Да почему не связываю, ребят? Я же говорю, у меня границ нет. Для меня все люди, абсолютно все братья. Давайте не забывать, что ДНК дерева дуб, дерево в буквальном смысле дерева дуб, отличается на 3% от ДНК человека, по заверению ученых. То есть мы все очень достаточно близкие родственники. А шимпанзе, как близкий, да, родственник человеку, там вообще, по-моему, 0,3%. Не говоря уже о том, что люди с разных континентов, они практически отличий не имеют. Вот. И так далее. Поэтому я границ не ставлю. Углекислый газ, он внимания не обращает, где ему находиться, над какой страной ему находиться. И если мы говорим об РФ, ну, если поступит какое-то предложение, с помощью которого мы сможем быстрее выйти на первый объект в реальном масштабе, как демонстрационно, без проблем. Вот. Но мы вообще для эксперимента письма писали мэрам, по-моему, 7 крупных городов. Вот. Ну, их помощники ответили, что проблем с энергией нет, а третьи ответили еще какую-то там, какие-то истории. Ну, так, чтобы сказали, ребята, приезжайте, поговорим, пока такого нет. Поэтому любой человек, он же выбирает более легкий путь для достижения цели. И когда у нас есть такая хорошая связь и с Вьетнамом, и здесь в ОАЭ, то зачем нам выбирать сложные дороги, пути? Вот. Ну, принципиально против какой-либо страны, региона. Ничего такого у нас нет. Мы открыты к диалогу. Так, Денис, я считаю, что цена одной доли необоснованно высока. Можете пояснить на текущую стоимость? Ну, вот хороший вопрос. Смотрите, у нас сейчас в кабинете появился калькулятор. Вы там можете спрогнозировать количество реализованных лицензий, и этот калькулятор покажет стоимость доли приблизительно, да, если то или иное количество будет реализовано. Там простые достаточно действия. Я верю в ту историю, что когда мы в первом объекте покажем, что это все хорошо работает, то у нас не то чтобы одну купят или две лицензии. Электрическая энергия – это проблема любого региона. Вот. Поэтому я уверен, что мы их будем сотнями продавать, а то и тысячами. И мы сегодня знаем, что лифт использует 95% более-менее высоких зданий. Почему они его используют? Потому что это необходимость, потому что людям это удобно. Удобно почему? Ну, выгодно. Это лучше, чем пешком, да, для них. Они считают, что лучше использовать лифт, чем использовать лестницу. И поэтому застройщики это решение используют. Застройщикам на самом деле это лифт, с лифтом, без лифта, им просто что-то продалось. Вот, и потом к ним меньше вопросов возникало, да. Но если они сегодня будут здание использовать без такого устройства, как лифт, скорее всего, люди не будут готовы подниматься на 10, 15 и так далее этаж. Ну и здесь, если у какого-то здания конкурента будет энергия дешевле или она будет более экологичная, а много людей сегодня обращают на это внимание, и люди выбирают более экологичные, да, стараются направления, то есть кто-то не хочет принципиально использовать целлофановые пакеты, использовать бумажные пакеты и так далее. То есть я считаю, что эта позиция будет более выигрышна относительно конкурентов. Мы сегодня находимся, большая часть мира находится в условиях рыночной экономики, а там, где калькулятор говорит, прибыль будет больше или быстрее, то это, соответственно, он считает правильным решением. А я не встречал еще тех людей, которые не доверяют калькулятору. Так, спасибо за ответ. Звук пропал. Так он все-таки пропал или есть? Сейчас Есть, но хуже, да? Мгм. Плохо слышно. Очень тихо.
И потом пишут, что хорошо. Очень я, ребят, об этом, конечно, сожалею. Я надеюсь, что это последний у нас такой эфир будет с плохим звуком. Так, могут ли получить инвесторы квартиры бесплатно? Да нет, ребят, конечно же не могут. У них они проинвестировали непосредственно во владение частью технологий, то есть во владение технологией. То есть, когда вы проинвестировали, это значит, что вы совладелец технологии. А технология и квартира – это совершенно разные вещи. Поэтому никто никому бесплатно никаких квартир не будет раздавать. Вот. Я надеюсь, что те доходы, которые вы будете получать путем того, что стоимость доли возросла, вам позволит приобрести недвижимость. В любом здании, да. После продажи первой лицензии, последующих лицензий будет ли закрыта партнерская? Да, ребят, да, конечно, мы первую лицензию, как только будет реализован первый объект, у нас необходимости в крауд-инвестинге абсолютно никакой не будет. Это уже, конечно, нам не будет нужно. Мы уже выйдем на другой этап. Мы уже не будем стартапом. Только стартапу нужны инвестиции на первых этапах. В дальнейшем, если акции компания как-то своя продает или покупает, это уже просто спекулятивные сделки. К стартапу это отношения никакого не имеет. Вот. И доходность там уже не такая, потому что компания уже развита, она уже не нуждается в сторонних, как правило, деньгах, или если нуждается, то она имеет уже большим объемом доверия и может себе позволить под меньшие денежные средства, то есть под меньший объем доходов, обещая меньший объем доходов на те или иные акции, но тем не менее денежные средства привлекать для своей работы и развития. Так, как будут выплачиваться дивидендам? Так, ну смотрите, пока компания существует, дивиденды будут выплачиваться. Акция это такая же собственность, как квартира, машина. Как правило, они именные, то есть они именно на вашем имени находятся, и вы можете ими распоряжаться на свое усмотрение. И сколько вы будете ими владеть, и предпочтете реализовать, продать или просто прибыль получать постоянно, это уже лично каждого, да? Так, подключите микрофон внешне, ну, наверное, старая запись, но подключили, конечно. Так, когда будет сделана дорожная карта по проекту «Город»? Да, ребят, Инна, спасибо за вопрос. Вот честно, вот дорожная карта, она мне понятна. Вот, и переписывать, не переписывать ее, а изготовить, сделать более понятной для людей, конечно, на это времени нужно достаточно много потратить. Но это не первые очередные вопросы, поэтому, не знаю, наверное, не буду обещать дату, но скажу, что этот вопрос у нас на повестке имеется. Так, самый такой, спасибо. Планируется ли выпуск приложения для сайта? Нет, не планируется. Не планируется, нет в этом необходимости. Сколько квадратов должно быть минимальной земли для строительства здания? Значит, ну, у всех требования, то есть, смотрите, само пятно застройки это квадрат 150 на 150 метров, но это значит, что, конечно же, участок должен быть больше, потому что там есть и благоустройство и так далее. Нормы в каждой стране или каждом городе, они разные, поэтому дальше уже отталкиваемся от норм местности. Вот. Банк для выплат дивидендов? Не, ребят, таких планов у нас не может быть даже, ребят. Ну, банк это же совсем другая история. Нет, у нас... Вот сегодня что происходит? Давайте еще раз. Сегодня что происходит? Вы сделали предоплату за будущие акции. Вы готовы подождать несколько лет, когда компания начнет получать прибыль. Прибыль она начнет получать, когда она будет продавать лицензии. Лицензии она начнет продавать, когда появится первый объект в реальном масштабе, который докажет жизнеспособность и необходимость и полезность этой самой истории. Вот. Эту работу мы сейчас ведем. Насколько хорошо или плохо судить только вам. Вот. Ну, судя по обратной связи, мы делаем это на хорошем уровне.
Если кто-то знает, как сделать это лучше, мы всегда открыты к вашим предложениям. Вот. И, соответственно, впоследствии, когда мы получим патенты в тех странах, куда мы сделали заявки, мы сделаем оценку этих патентов, внесем в уставный капитал. Таким образом появится эмиссия акций, и эти акции можно будет уже вам передать. И это полноценный инструмент, акция это полноценный признанный во всем мире инструмент, с помощью которого вы можете получать доход. Несколько способов. Либо получить доход на росте стоимости этой самой акции, либо с дивидендов, которые эта самая акция дает. Это уже решать будет каждый сам для себя. Моя задача как можно скорее запустить продажу этих самых лицензий, выполнить необходимые все этапы, а остальное, как поступать вам, это уже решать вам. Так, насколько устойчивы небоскребы к землетрясениям? Ну, смотрите, здесь сами здания у нас, они обычные. Давайте представим 5 небоскребов небольшой площади, которых мы объединяем в форму звезда. Вот. И в некоторой степени можно сравнить это с ножками табурета. Если одна ножка, то устойчивость слабая. Если это 4 ножки, объединенные платформой, устойчивость увеличивается. Такой же принцип можно, в общем-то, реализовать в реальном объекте, в здании. Ну и можно догадаться, что такой объект должен быть и обязан просто быть более устойчивым к сюрпризам, которые нам преподносит природа. Вот, Инна пишет, личный кабинет очень удобный, главное хорошо освоить, и все эти действия будут интуитивны. Вот, уже первые ласточки пошли, поэтому да, Сергей молодец. Вот, работу сделал. Так, Юрий пишет, вопрос пропустили. Сейчас возвращаемся назад. Юрий, а можете еще раз просто повторить, скопировать и вставить его вниз, чтобы я тут сейчас этот списочек не листал. Да, пожалуйста, скопируйте, пришлите его вниз и ответите. Будет ли коллаборация с компанией? Да не, ребят, смотрите, такая компания, она заявляла, что у них есть генераторы. Они очень хорошие, интересные. Я сказал, ну хорошо, покажите мне этот генератор. Вот. Но с тех пор, пока новостей не было. Вот. Если я увижу этот генератор, и он будет нам интересен, полезен, то безусловно. А если мы говорим про саму технологию, то нам необходимости никакой нет в каких-либо коллаборациях. Вот. Ну, мы можем привлекать некомпетентных специалистов в виде компаний или людей, физических лиц для достижения наших целей. А если они являются специалистами в том или ином вопросе, то как бы они ни назывались, какое бы имя у них не было, мы будем обсуждать сотрудничество. Так, Алина задает вопрос, для чего нужно подойти. По-моему, уже не первый раз этот вопрос звучит. Так, ну что, Алина, я уже отвечал на этот вопрос, да? Чуть-чуть назад отмотайте, пожалуйста, и все. Ребят, значит, с наступающим Новым годом. Еще раз пройдитесь по новостям, которые были у нас в этом году. Вы сможете убедиться в том, что мы сделали хорошую работу. И мы полны сил, энергии и интереса продолжать движение вперед. Кстати, новости по проекту «Город», наверное, я не освещал, но... Ладно. Так, да, ребят, мы полны решимости, интереса продолжать движение вперед. Все, что сейчас происходит, мне очень даже нравится. Нас ждут еще много интересных дел впереди. Вот, я надеюсь, мы будем держать связь. С наступающим Новым годом, новогоднее настроение. Претензии, вопросы, пожелания, пожалуйста, пишите
в комментариях. Вот. Раз в несколько дней я читаю их с интересом, получаю обратную связь от вас. Спасибо, друзья. До новых встреч.